привет! Меня зовут Карина, и это канал Travel and Invest. Рада вас видеть. Сегодня я отобрала для вас 3 объекта, вернее даже для себя, с целью инвестирования. Давайте посмотрим, какие объекты я отобрала, расскажу почему. И сейчас мы с вами начнем с первого объекта, который находится в классической локации в старом городе. Но прежде чем начнем просмотр, я хочу выразить свою благодарность видеопродакшену за помощь в подготовке этого ролика. А теперь посмотрим. Пара слов, почему я выбрала этот объект. Первая причина – это локация, старый город. Сдавать такую квартиру в краткосрочную аренду я смогу как летом, в сезон, так и зимой, потому что старый город, он достаточно аутентичный, как вы видите. Плюс очень много различных кафе, ресторанов, что божественной грузинской кухни, что всегда привлекает туристов в любое время года. Вторая причина, почему я выбрала этот объект, это компактная площадь. Всего лишь 23 квадратных метра, что позволяет сэкономить на первичном и последующих ремонтах. Третий плюс этой квартиры – то, что она сейчас находится в состоянии белого каркаса. Это позволит сделать мне ремонт быстрее, нежели чем из черного или зеленого. Добро пожаловать в нашу первую студию. Здесь всего лишь 23 квадрата, как я упоминала, но это отличная площадь для того, чтобы разместить все. Здесь планируется кухня, телевизор. Здесь очень большой встроенный шкаф будет, если я возьму этот объект. Здесь, соответственно, кровать и здесь обеденная зона. У нас здесь есть французский балкончик. Я специально искала квартиры, которые являются солнечными, потому что это помогает избежать плесени. В этой квартире мне понравилось, что тут для того, чтобы закончить этот ремонт, нужно не так много времени и средств. Давайте посмотрим санузел. В принципе, там уже покажу все выводы канализации воды сделаны. Сейчас мы с вами находимся в санузле. Он компактный, но поместится все, что нужно. Здесь планируется унитаз. Я очень люблю ванную, поэтому если я буду делать здесь ремонт, то я здесь обязательно поставлю ванную, небольшую, но уютную. Здесь у нас будет раковина, под раковиной будет стиральная машина. Площадь приблизительно, наверное, 2 квадратных метра, но этого достаточно для комфортного санузла. В этой квартире проведено электричество, есть щиток, есть распределительная коробка. И я хочу оставить потолок такой, как он есть. И смотрите, там уже выведены провода. То есть, по сути, мне остается повесить только светильники или люстру, и потолок готов. В этом здании жильцы могут свободно попасть на крышу. Соответственно, можно устроить мангал, можно устроить лежаки под солнцем. Это очень приятный бонус. Второй вариант, который я хочу вам показать, находится на улице Хайдара Башидзе. Эта часть Батуми достаточно удалена от моря, но в этом есть свой плюс. Чем дальше от моря, тем меньше влажность, тем больше вероятность, что у вас не будет плесени дома. И чем выше этаж, и чем солнечнее квартира, тем вероятность того, что плесень будет, снижается и снижается. Соответственно, мы с вами сегодня посмотрим очень солнечную квартиру. Вы прям увидите, как она заливается солнцем. Эта квартира очень хороша для инвестирования, если вы планируете купить квартиру и сдавать ее в долгосрочную аренду. То есть краткосрок я бы не советовала, а вот долгосрок семье отличный вариант. Квартира, которую мы сейчас с вами посмотрим, площадью 71,7 квадратных метров официально и 73,5 неофициально, из которых 19 квадратных метров балкон. Но планировка квартиры очень продумана, поэтому на такой небольшой сравнительно площади у нас располагается 3-комнатная квартира. Давайте посмотрим. Это здание является средним классом, и лестничная клетка выглядит вот так. Эта квартира, она 3-комнатная с большим санузлом.
Значит, по левую сторону у нас санузел, ну, наверное, квадратов 5, потому что полноценная ванна, то, что очень редко можно встретить в Батуми, тут точно поместится. И не только, и душ, и ванна, и стиралка, и сушилка для белья, что тоже редкость в Батуми. Поэтому плюс покупать не готовую квартиру, он очевиден. Если вы привыкли к определенному уровню комфорта, это то, что вам нужно. Итак, спальня номер 1, это небольшая спальня. Все комнаты имеют выход на балкон, включая эту спальню. Мы с вами сейчас находимся в гостиной, то есть вот такая просторная гостиная, с 2 выходами на балкон даже. И у нас еще одна спальня здесь с вами. Вот такая, тоже достаточно просторная с точки зрения этой квадратуры. То есть планировка здесь очень удачная. Здесь нет коридоров, за которые вы, по сути, платите, но никак не используете. То есть очень маленькая часть является коридором. Ну что, давайте посмотрим самое главное. Это прекраснейший вид с балкона. Это у нас видовая квартира. Вот обратите внимание, здесь по прямой можно найти до моря или взять самокат и просто доехать. Это прям супер солнечная квартира. Здесь у нас вид получается чуть-чуть море, город и очень-очень красивый вид на горы. Просто посмотрите. У этого дома есть один большой плюс. Это собственная терраса для жильцов. Сейчас, так как дом относительно недавно сдали в эксплуатацию, да, он сдан в эксплуатацию, что в Батуми редкость, еще не успели поставить стулья, цветы и так далее на террасу, но это будет просто уже в следующем сезоне, потому что сейчас движется зима. Вот, поэтому даже если у вас в квартире нет вида на море, ничего страшного, потому что вид на море можно получить с этой террасы. Вот, смотрите на горы и на море. Третий объект, который я хочу вам показать, это любимый Allianz Palace. Мы сегодня с вами осмотрим небольшую студию на 30 квадратных метров. В здании находится гостиница Marriott, у которого есть спа. Спа состоит из 3 саун, огромного бассейна, небольшой открытой террасы, где можно позагорать, и спортзала. В самом здании также еще есть ресторан «Овал» и есть казино. Это здание очень удобно тем, что, во-первых, оно на первой линии, 2 шага до моря. Во-вторых, есть вся необходимая такая инфраструктура, которая нужна для повседневной жизни. Давайте с вами посмотрим студию на 7 этаже. Как только вы попадаете в Allianz Palace, вы сразу чувствуете совсем другой уровень жизни. Посмотрите, какая красивая входная группа с приветливой рецепцией, зоной ожидания и рестораном прямо за дверью. Так, добро пожаловать в наш третий вариант. Это квартира-студия, она находится на 7 этаже. Она у нас 30 квадратных метров, но тут помещается абсолютно все. Это очень комфортно для жизни. Итак, значит, квартира-студия состоит у нас из кухни. Здесь у нас есть вытяжка, есть у нас варочная поверхность, есть у нас холодильник запрятанный, конечно же, смеситель с раковиной и очень много вместительных шкафчиков. А также здесь большая двухспальная кровать с 2 прикроватными тумбочками и 2 источниками света над кроватью. Также здесь есть у нас телевизор и обеденный или же рабочий стол с 2 креслами. Но посмотрите, чем отличается эту студию от многих других студий в Allianz Palace. Это 2 больших шкафа, там поместится все, что нужно. То есть эта квартира может сдаваться как на краткосрочную аренду, так и отлично на долгосрок. Давайте теперь пройдем в санузел. Добро пожаловать в санузел. Я живу в этом же доме, и мне здесь очень нравится. Вот у меня стоит абсолютно такой же бойлер. Мне такого объема хватает на примерно 20-25 минут комфортного принятия душа. Далее у нас здесь стиральная машина. Здесь у нас душ-кабина, очень просторная. Конечно же, раковина со смесителем и зеркало с подсветкой, что для девушек очень удобно. Ну, наверное, не только для девушек. Встроенный унитаз и полотенцесушитель. В Батуми высокая влажность, поэтому наличие полотенцесушителя – это большой плюс. Когда на балконе что-то не успевает высохнуть, положили, и ваша жизнь становится намного комфортнее. А теперь поговорим об отоплении.
В одном из своих видео я уже упоминала, что Альянс Пэлас – это то здание, которое можно сдавать отлично и в краткосрок, и в долгосрок. Почему Альянс Пэлас можно сдавать и в долгосрок тоже, несмотря на то, что у него нет газа? Потому что у него стоят очень хорошие сплит-системы под потолком. Система отопления, она контролируется с помощью такого датчика. Можно выставлять либо летний режим, либо зимний режим. Какую бы квартиру вы ни взяли в Альянс Пэлас, вы встретите либо Daikin, либо Mitsubishi отопительную систему, и вам будет комфортно как зимой, так и летом. Обратите внимание, какие стеклопакеты установлены здесь. Послушайте. А теперь я открою дверь. То есть при закрытой двери вообще абсолютно ничего не слышно. То есть такие хорошие стеклопакеты я встречаю достаточно редко в Батуми. А объектов я смотрю здесь очень много. А теперь посмотрим балкон. Особенность этой квартиры, она одна из первых в начале здания, ближе всего к морю. Выбирая квартиру в Альянс Пэлас, нужно учесть такой момент. Цена квартиры очень сильно зависит от того, в какой части здания находится сама квартира. Например, чем ближе к морю, тем она дороже, чем выше этаж, тем тоже квартира дороже. То есть на данный момент есть студии, говорю сейчас столько о студиях, начиная, вот это одна из самых недорогих. На сегодняшний день ее цена 61 500, но самая дорогая студия, что я здесь знаю, стоит 120 тысяч долларов. Вот, то есть Альянс Пэлас – это одно из люксовых зданий в Батуми, оно одно из самых качественных. Я бы сказала, что оно либо на втором, либо на третьем месте, тут в зависимости от того, какие предпочтения у каждого человека. Но Альянс сам по себе застройщик – это топовый застройщик, который строит очень качественно. Итак, это у нас квартира вот с таким вот видом. Теперь перейдем к моей любимой части, это же подсчеты, потому что выбор глазами это одно, а выбор по таблице бывает совсем по-другому. На экране вы сейчас видите таблицу. На мой взгляд, она достаточно понятная. Если у вас будут какие-то вопросы, вы мне напишите в комментариях, я обязательно отвечу. Но единственное, что точно я хочу пояснить, это что такое аренда микс. Аренда микс – это, на мой взгляд, самая выгодная вариант аренды, когда 7 месяцев вы сдаете в долгосрок, вне сезон в Батуми, а 5 месяцев в краткосрочную аренду. Я знаю, в какие месяцы примерно за сколько бы сдавалась та или иная недвижимость, и, соответственно, я уже учла этот момент. И комментарий про нетто-рой. То есть в этом случае я вычла еще приблизительные коммунальные платежи, обслуживание здания, что бывает играет существенную роль при выборе объекта, и клининг. Но здесь не учтены расходы управляющей компании. То есть в данной конкретной ситуации, так как у меня своя управляющая компания и расчеты являются для меня, это у меня не учтено, но если вы отдаете в управление компании, а не управляете это сами, то еще нужно вычесть небольшую часть, наверное, приблизительно 10-15-20% от цены за краткосрочную аренду. Как мы видим, побеждает у нас вариант в старом городе. У него самая высокая доходность из рассмотренных вариантов. Поэтому, скорее всего, я этот объект и возьму. Дорогие друзья, я надеюсь, вам понравился этот ролик. Буду рада вашим комментариям. Напишите, пожалуйста, какие объекты вас больше всего интересуют. Батумский люкс или же средний сегмент, или бюджетный сегмент, может быть. Буду рада вашей обратной связи. И увидимся в новых роликах.